Всем привет! У нас прогноз на вторую половину августа для знака зодиака Скорпион. Давайте посмотрим по всем сферам жизни, что вас ожидает представителей знака зодиака Скорпион в период с 15 по 31 августа. Мы посмотрим сферу любви, отношений, работы, бизнеса, карьеры, финансов. Также получим совет или предупреждение от Таро. Ну, еще у нас будет совет от Оракула и маятник. Маятник отвечает на вопрос «да» или «нет». Вы можете просто задать вопрос на ваш ответ «да» или «нет». Вы можете задать вопрос «исполнится ли мое желание в эти 15 дней?» Или «любит меня там Вася, Петя, Маша?» Ну, то есть это ваш любой вопрос, потому что карты Таро не отвечают так прямо. Они, как правило, любят наводящие вопросы. А вот маятник, он работает четко. Конечно, не забывайте, что это расклад общий, но все-таки вы притянулись на огонек моего канала, значит, для вас информация здесь есть. Поэтому пока я готовлю ваш расклад, подумайте, какой вы хотите получить ответ и на какой вопрос. Что у вас будет происходить в начале этих 15 дней, ваш настрой, ваши ожидания. Что вас ждет в личных отношениях? Первая карта, у кого не есть отношения или брак. Вторая для тех, кто в поиске любви. Работа, карьера, бизнес, у кого есть занятость. Так, у нас тут две выскочили. Ага, ну тут у вас смена работы. Или какой-то новый проект. Заказ. В поиске работы, ваши перспективы. Финансы. Что вас ждет в конце этих 15 дней? Совет или предупреждение от Таро. Так что мне карты все крутятся. Так, ну вот у нас тройка пентаклей перевернулась. Давайте все-таки мы ее положим перевернутую. Наверное, так должно быть. Так, и что у нас на дне? Старший аркан дьявол. Вот по восьмерке, по дьяволу это какое-то стеснение, невозможность что-то реализовать, то, что вы очень хотите. То ли здесь будет присутствовать какая-то зависимость от кого-то или от чего-то. То есть может быть ограничение по деньгам, тут тоже у нас десятка. Какая-то может быть сложная ситуация, но тут еще вот для тех, кто в браке, вот вы тут что-то взвешиваете, может быть вот ребенка надо к школе подготовить, а финансов как-то не очень. Конечно, это может касаться и отношений по дьяволу. Это познакомиться с кем-то, но вот есть какие-то ограничения. Может быть, человек будет не свободен. Давайте мы потом посмотрим. Так, что нам скажет Ленорман? Сюрприз, неожиданность, Скорпионы. Вторая половина августа. У кого-то здесь будет очень удачный шанс. То ли заключить какой-то крупный контракт, то ли это договор. Здесь еще, может быть, кому-то придется куда-то уехать. Может быть, на заработки. Но вот опять, клевер – это кратковременный шанс. Это какое-то предложение, которым нужно будет воспользоваться. Может быть, и, конечно, это для тех, кто в поиске. Это может быть какое-то бизнес-партнерство. Но у вас в начале 15 дней ложится император. Да, здесь ведь у кого-то может быть соглашение или получение хорошей работы где-то, может быть, за границей. То есть император – это может быть другая страна, это власть. Это какие-то документы, это разрешение, вид на жительство или job-offer, чтобы уехать. Может быть, тут договор вот с какими-то заграничными партнерами. Но это, скорее всего, для тех, кто работает. Карта мира. Может быть, здесь или получение работы за границей, или какой-то зарубежный контракт. Также император, это может быть, карта показывает мужчину. Если у меня мужчина смотрит, карта может показывать вас. Вы здесь будете принимать важные решения. Это может касаться вашей работы, домашних дел. Это может быть обретение роли, статуса как отец, муж.
начальник. Но еще это может быть то, что карта показывает, даже если мне женщина смотрит, что вы сейчас контролируете полностью свою жизнь, как бы у вас все по полочкам, все работает как часы. То есть вы неусыпно, да, вот, контролируете свою жизнь, да, все, что происходит. Давайте мы уточним. Для женщин, конечно, это может быть ваш возлюбленный мужчина. Так, умеренность. Какая-то ситуация, которую вы ждали. Вот дьявол-то может говорить, что вот что-то вы очень хотели. Получить какие-то, может быть, документы разрешения. И этот процесс долгий. Но вы знаете, вот восьмерка может показывать, разрешение-то вы получите, но пока не сможете поехать. Может быть, это из-за этих карантинов. Какие-то планы и то, что вы очень хотели. Также здесь вот эти два старших аркана могут говорить, что вы контролируете, да, все, что происходит в вашей жизни, и из-за этого вы обрели баланс. То есть, вот я говорю, у вас здесь total контроль, да, в жизни. Но это может быть в вашей личной жизни, это может быть с работой связано. Тут еще может быть знакомство с иностранцем. Так, давайте мы еще одну карту уточним. Да, звезда. Ой, смотрите, у вас 3 старших аркана в начале 15 дней. Ну, вот я говорю, или вы сами добиваетесь решения какого-то вашего заветного желания или какой-то дальней цели, или здесь вот при помощи императора у вас исполняется мечта, к которой вы очень долго шли. Вы проявляли терпение, спокойствие. Вы понимали, что есть какие-то еще обстоятельства. Ну, например, для того, чтобы получить вид на жительство, гражданство, проходит масса времени. Не год, а может быть даже 2 и 3. Ну, вот какие-то известия вы здесь получаете. Так, хорошо, вот для тех, кто в браке, в отношениях. Ну, во-первых, двойка пентаклей может говорить, что вы очень хорошо будете проводить время. Может быть, кто-то в отпуск поедет. Или здесь есть какой-то выбор. И опять вот здесь корабль, здесь корабль. Выбор-то в чем может быть? Куда поехать, куда переехать, или, может быть, какая-то покупка для вас важная. Это взвешивать свои возможности. Вот, может быть, купить что-то подороже, подешевле. Может быть, вот откуда-то из-за границы какой-то, может быть, заказ выбрать. Ну, это еще мы ищем скидки и более выгодные предложения. Давайте мы уточним. Вот я говорю, какие-то известия. Или отслеживать информацию. Да, может быть, вы что-то здесь покупаете. Да, вы что-то здесь покупаете. Но это не мелочь, как я сказала. Это, наоборот, что-то крупное. Кто-то, может быть, ищет себе недвижимость. Император — это может быть помощь от какого-то человека. Финансовая. Это может быть ваш начальник или какой-то родственник, там, отец, покровитель для женщин. Может быть, здесь поиск и выбор подходящей вам недвижимости. Ну, крупная покупка. Это может быть, конечно, и... Сейчас телефон стоит как недвижимость, да, может какой-то крупный телефон. Или, знаете, еще туз пентаклей может показывать поездку. Вот как я говорила, в отпуск вы собираетесь, но вы куда-то хотите в хорошее место. Не просто, а бы куда. И вы знаете, вот по Ленорман, как сюрприз, неожиданность, у вас может получиться купить какую-то очень выгодную горящую путевку. Но это, скорее всего, куда-то через водную гладь. Это может быть за границу, может быть, какие-то Мальдивы, Сейшелы, куда сейчас можно полететь. Да, может быть, это путевка хорошая, дорогая. Ну, это опять как вариант. Просто крупная покупка. Вот хочу. Хочу, не могу. Вот если не куплю или не поеду, то все, жизнь не удалась. Ну вот восьмерка может говорить, что купить купите, но еще придется ждать, может быть. Путевка там, например, с 15 октября или с 15 сентября. Это как вариант. Так, хорошо. Для тех, кто в поиске любви, девятка. Ну тут страхи уже, что вдруг я останусь один или одна, вдруг я никого не встречу. У вас есть шанс познакомиться или в путешествии, в поездке, или с человеком, который находится за границей. Потому что девятка — это, как правило, только наши мысли. Но еще эта карта может говорить о надвигающейся депрессии. А вы знаете, что депрессия — это сложное заболевание, которое даже за границей лечить не могут. Поэтому давайте мы вам совет получим.
Двойка — это нерешительность. Тут, может быть, даже и будут какие-то претенденты, но тут у вас страхи. Может быть, был негативный опыт. Или двойка жезлов показывает, что вы будете стоять на пороге вот этих отношений. Вот опять земной шар. Вот, может быть, страхи-то из-за чего переживания? Что человек где-то далеко, в другой стране. И вот эта нерешительность, вступать, не вступать в эти отношения, общаться. А что меня ждет, если человек в другой стране? Это еще может быть, знаете, отношения через партнерство, например, по работе. Может быть, вот реально где-то вы будете работать на удаленке через интернет или какая-то иностранная компания. Здесь у вас очень много будет общих интересов, но вот тут присутствует какая-то ваша нерешительность. Восьмерка иногда показывает не только ограничения внешние, но и внутренние, самоограничения. Да, но тут все будет зависеть только от вас. Решитесь вы, не решитесь. Вот еще, знаете, может быть, даже вы сейчас ограничиваете себя в отношениях из-за того, что вы ждете приглашения вот куда-то за границу на работу. Поэтому вы не завязываете никакие отношения, а вот ждете вот этих вот документов откуда-то издалека. Хорошо. Для тех, кто работает, у кого бизнес, да, но здесь или сдача одного проекта бизнеса, начало нового, вот здесь вам нужно будет учиться. Может быть, конечно, это начало перспективного дела, но может быть здесь карта говорит, знаний не хватает, может быть, это вообще новая должность, но здесь есть продвижение по карьерной лестнице. То есть мир — это вот мы меняем то ли работу, то ли карьеру. Что-то завершилось, что-то началось. Но вот тут совет предупреждения по тройке пентаклей. У нас ведь тройка пентаклей — это карта подмастерья. И восьмерка. Ну, восьмерка — это уже более профессионал, это уже мастер, да, но мастер еще такой учится. Вот здесь по перевернутой карте она говорит, может быть, вам будет не хватать еще умения и знаний. Поэтому здесь вам придется вот еще чему-то обучаться, для того, чтобы справиться вот с какой-то, может быть, новой работой. Почему восьмерка легла? Ограничения. Почему я говорю самоограничение? Может быть, реально вам будет сложно справляться. Тогда какие-то курсы, тренинги, литературу, интернет вам в помощь, вот, чтобы получить те недостающие знания, которые вам вот здесь будет не хватать. Но это как вариант, это не для всех. Ну а для тех, кто в поиске, здесь старший аркан влюбленные. Тут или карта говорит, начинайте или ищите то, вот куда вас тянет душа. Вот к чему лежит ваше сердце. Да, иногда мы не занимаемся любимым делом. Нас останавливает то, что «а что я там заработаю?». Но ведь когда мы делаем то, что вот доставляет нам радость, вот вокруг нас появляются необходимые нам люди, какие-то возможности. Вселенная нам начинает помогать. Ну или здесь бизнес-партнерство. Может быть, это вот император, это какой-то, ну, скорее всего, человек, который занимает хороший пост. Или, может быть, уже вот устоялся в своем собственном бизнесе. Может быть, вы вот ждете от него какое-то предложение, но вот какой-то перспективный вопрос, да, от него может поступить. Вот звезда. Это или присоединиться к какому-то проекту, или, может быть, что-то начать. Да, начинайте, но вот тройка еще говорит, не ввязывайтесь в те дела, в которых вы плохо разбираетесь. Она у нас все-таки перевернулась, я должна обратить на это внимание. Потому что если вы начнете какое-то дело, в котором у вас мало опыта или знаний, вы можете столкнуться с критикой. Ведь у нас тройка пентаклей — это работа в сплоченной команде. Да, вас берут. Но тут самая главная карта говорит, вот не выпячивайте то, что вы прям все знаете. Иначе можете реально что-то, ну не то что ляпнуть, да, ну как-то вот что-то не то сказать, и уже люди будут относиться к вам как не к профессионалу. Ну, это же у нас предостережение, поэтому обратите на это внимание. Хорошо, финансы у нас ложится десятка жезлов. Вот если у вас тут новая работа или какое-то новое начало, десятка может говорить, что вам еще будет сложно справляться со своими обязанностями. Да, деньги будут даваться нелегко. Может быть, к вам будет предъявляться какие-то повышенные требования.
Вот я почему и говорю, не кичитесь, что вы прям суперспециалист, иначе люди будут вот на вас накладывать очень много ответственности и обязанностей, а вам будет тяжело справляться. Ну, это период временный, привыкнете, втянетесь, наберетесь опыта, и вам будет легче. Еще здесь может быть, вот, видите, человек вот с этой охапкой жезлов идет к своему дому. Это финансы. Здесь вот то ли кто-то очень долго не может купить, что-то подобрать, все взвешиваете, ничто вам не нравится, ничего не подходит. Может быть, это покупка недвижимости, это окончание вот этого сложного периода, может быть, поиска. Наконец-то вы подберете нужный вариант. Но, смотрите, еще тройка пентаклей – это карта торговли. И здесь вам советуют торговаться. Вы можете получить хорошую скидку. Не соглашайтесь сразу на ту цену. Еще, может быть, карта говорит, что кто-то вам поможет. Давайте мы уточним. Десятка. Может быть, очень много платежей, закрыть какие-то хвосты, там, кредиты закрыть. Вот, может быть, кто-то вам поможет, а подарок какой-то, или деньги, может быть, вам кто-то даст. Это вот закрыть какие-то обязательства по деньгам, что-то очень много. Но также рыцарь пентаклей, это может быть поездка с целью заработать, может быть, куда-то за границу, или покупка недостроенного дома или квартиры без отделки. Это то, куда нужно будет вкладываться. Вот вкладывать еще деньги и ресурсы. То есть вот довести до ума вот эту недвижимость, чтобы в нее переехать. А в конце августа у вас восьмерка. Ну, я практически уже сказала про эту карту. Давайте мы ее уточним. Тут и дьявол, и, ну, я уже говорила, да, повторяться. Давайте все-таки мы ее уточним. Перемещение, да. Нужно уехать, а что-то еще будет сдерживать. Тут, конечно, может быть еще оформление документов, да, уже вот ваша душа уже все куда-то уехала. А еще вас держит, ну, еще, может быть, знаете, если вы уезжаете совсем, это еще карта может говорить о продаже недвижимости. То есть вы обрубаете все концы с исторической родиной. Это, может быть, нужно будет продать недвижимость, оформить какие-то еще документы. Кто-то ограничивает себя. Вот, перемены. Это перемены в личной жизни, но вы вот почему-то себя ограничиваете. Что-то вас останавливает от того, чтобы начать новую страницу, открыть новую главу в вашей личной жизни. Это может быть из-за того, что человек где-то находится за водной гладью, иностранец. Ну, давайте мы вам совет посмотрим, что вас ждет на том берегу. Ну, трудности будут. Пятерка пентаклей – это нет жилья. Это какое-то время тяжелое финансовое положение, да, ждет вас на том берегу. Это может быть для тех, кто переезжает, да. Пока помыкаетесь по чужим углам, ну, может быть, по съемным квартирам. Ограничение-то может быть в чем быть, да. Переехать-то вы переедете, а, ну, первое время будет тяжело. Что ж, не все карты переворачиваются. Да, придется побороться за место под солнцем. Сейчас вам, наверное, не видно. Побороться придется. Но семерка всегда говорит, что есть шанс отстоять, выстоять, выжить и победить. Но готовьтесь к тому, что если вы едете в эмиграцию, вас там ждут трудности. Ну, скорее всего, вы об этом знаете, но это ваше очень страстное желание. Так, давайте получим совет для скорпионов от оракула Королевы Луны на вторую половину августа. Growth – это рост. Рост и развитие. Ну что она говорит? Выходите из зоны комфорта, растите, развивайтесь, откажитесь от застоя и двигайтесь вперед. Вас ждет успех.
Если кто-то переживает по поводу переезда, иммиграции. Да, будет сложно, готовьтесь к этому, но препятствия нас, как правило, закаляют. Ну, давайте посмотрим ответ на ваш вопрос. Что нам скажет маятник, да или нет? У каждого вопрос свой. Но не забывайте, все-таки это общий расклад. Ответь нам, пожалуйста, маятник, исполнится ли желание, или да или нет на вопрос скорпионов на эти 2 недели, 15 по 31. Да, у вас ответ «да». Вот такой у нас получился с вами прогноз. Я благодарю вас за внимание. Всего вам хорошего. До свидания.